Всем привет, друзья! Это я из конца видео. Вот такой вот компьютер собрал, и у меня получился. Просто очень много тут у меня уже всего места занимает. И решил я железо, которое мне не жалко, которое мне не нужно, максимально ненужное запихнуть и собрать системник из всего этого. Что у меня получилось, как я это сделал, из чего, вы увидите в этом видео. Всем приятного просмотра. Итак, друзья, всем привет! Рад приветствовать вас на своем канале Atom Code. Сегодня я немножко вам расскажу о ситуации и соберу, сегодня компьютер и протестируем вместе с вами. Собирать компьютер буду из всего того непотребства того, что у меня есть. Значит, у меня два компьютера до сих пор не продались, их пока не трогаем. Вот. Значит, белую сборку я поменял на Nintendo Switch прошитый. Такой вот недокомплект без коробки. Коробку-то я уже от видеокарты тут сложил, чтобы это все не разбросано не было. Вот, прошитый Switch у нас в отличнейшем состоянии, практически новом. Вот. К сожалению, красивая сборка проигрывает мощной сборке. То есть, я делал такой эксперимент, так скажем, для себя. Красивая сборка и мощная сборка, примерно за одинаковые деньги. Мощная сборка продалась сразу на следующий день. А красивую сборку мне пришлось еще постараться. В радиусе 70 километров в округе писал на обмен. И вот ездил в соседний город за 70 километров. Вот. Может быть, сейчас короткую ставочку даже сделаю на обмен за свечом. Вот. Значит, что дальше? Когда я собирал вот красивую сборку, купил вот такой системный блок для того, чтобы изъять оттуда процессор i5-3450. Вот. И там был вот такой блок питания FSP, вот такая башенка охлаждения, вот такой вот жесткий диск на 1 терабайт. Там был один битый блок. Я его подлечил глубоким форматированием. Все отлично теперь с этим жестким диском. У него очень низкое число наработок, там часов и количество включений. Для жесткого диска там вообще ни о чем. У меня даже на моем компе больше, за 2 года набралось. Вот такая материночка там была 4-слотовая. Asus B75M+. И 8 гигабайт оперативной памяти. 4 планки по 2 гигабайта. За 2000 это просто топовая покупка. Одна из самых топовых. Думал я, пока не купил вот этот системник с доставкой. То есть 1500 он стоил. Но SDEC, он такой SDEC. Заставили еще за большую коробку мне заплатить. Еще 500 рублей и за пупырку. Ну ладно, что ж, все равно получается 2000. Но этот компьютер покруче, там потроха должны быть. Вот. Несмотря на то, что он стоит также с учетом коробки, вот этой. Сейчас я его открою, посмотрю, что там внутри. И из этих вот двух компов нужно собрать одно какое-то непотребство. То, что мне не нужно. Самое плохое отберу из этого. Соберу какой-нибудь компьютер. Значит, теперь у меня еще видеокарта осталась из лута. Вот эта 4650 на 1 гигабайт. Ее туда используем. Еще у меня жесткий диск, получается, высвободился, потому что теперь под игры и под тесты я буду вот этот терабайтник использовать. Вот. А на 320 гигабайт, который также из лута был куплен, который отбился уже давно. Вот эти 320 гигабайт, возможно, буду использовать. Я даже, кстати, не знаю, насколько стоит вон там. То есть комп комплектный, в описании не было написано, какой жесткий диск там стоит. Я купил его только из-за того, что там GTX 750 на 4 гигабайта была. То есть, которая стоит дороже, чем компьютер вместе с этой коробкой, То есть, дороже 2000 рублей только одна видеокарта стоит. Я рынок посмотрел на 4 гиговки, что-то там 2500, 3000, некоторые там и 5000 просят, в общем-то. Такой рыночек. В общем, сейчас буду вскрывать и вам покажу. А корпус, кстати, вот этот, он без боковой крышки. Но я его отмыл, соответственно. Будем собирать в него. То есть, все, что самое хреновое, все соберу. То есть, корпус некомплектный. Если там материнка будет с 2 слотами оперативки, возьмем ту материнку, возьмем оттуда Pentium вот этот вот. Все самое худшее соберем и посмотрим вообще, на что это способно. Все, ладно, поехали дальше. Так, что мы видим? Блок питания Rebel.
на 450 гигабайт, ватт. Плата H81MK. Здесь должен быть i3 и 41 какой-то. По поводу видеокарты меня чуточку обманули. Она не 4 гиговая, а 2 гиговая слимка. Но слимки, тем не менее, тоже ценятся. Тоже ценятся, потому что они вот в такие корпуса пихаются, узенькие. Сейчас осматриваю тут просто. Блин, жесткий диск. Закреплен, наверное, с двух сторон еще, наверное, сейчас окажется. Фу, блин, пылище, конечно. Вроде так визуально не очень грязно, но пыль. Я стою, думаю, попробую блок питания. Не, FSP, наверное, все-таки получше будет. Тут даже кнопки выключения нету. Значит, этот оставим. В этот корпус поставим. Крышка, кстати, крышка. Как будто бы... Крышка как будто бы подходит к этому корпусу даже. Но это я так. Нет одной защелки. Вот есть. На корпусе. Ну, в целом корпус поинтереснее, чем тот, конечно. Сюда можно будет что-то поинтереснее собрать, соответственно. Ладно, сейчас откручу, короче, жесткий диск. Начну все это разбирать. И дальше вам все покажу. Ну что ж, короче, решил, что все-таки FSP будем возвращать назад. Потому что у него очень старый интерфейс подключения, которых будет достаточно для того, чтобы подключить. На кровать, на постель, блин, положил вот эту видеокарту, потому что она доп. Питания не имеет. Значит, вентилятора 2, наверное, будет. Тут с него еще один сниму. Вот. Что имею? Вот такая вот видеокарта. Она просто говорит такая: помогите. Блин, я не знаю, как она работала, блин. Извиняюсь. Там он, не знаю, просвет сейчас попробую снять. Не получится. Там, короче, пыль, она вот наполовину радиатора там внутрь забита. То есть, вот жесть. Отколупал охлаждение. У меня первый раз такое. Отколупал охлаждение от процессора. То есть, я отцепил все ножки, раскрыл. Но поднять охлаждение я... Как бы у меня особо не получалось. Этот охлад уйдет у меня в загашник. А сюда просто боксовый кулер поставим. Значит, процессор i3-4160. Для того, чтобы охлаждение, короче, поднять, я вот так между рамкой и охлаждением вот так шилом, короче, аккуратно поднимал. Шило же оно на сужение идет и как бы откисло охлаждение. Жесткий диск на 500 гигабайт тоже неплохо. Оставлю его. Оставлю однозначно. Сюда пойдет на 320 гигов у нас жесткий диск полюбас. Вот. Для того, чтобы все это выглядело, наверное, круче и быстрее. Сейчас я тут, блин, когда всего много. Короче, на 120 гигов. Нет. Другой у меня был где-то еще один. Еще где-то у меня на 120 гигов был. Короче, SSD-шку на 120 гигов поставлю. Вот. Фу. Охлаждение боксовое. Эту видеокарту в загашник убираем, какую-нибудь сборку помощнее. Оперативка вот 4 гига. 4 гига. Также убираем. Отсюда берем. Здесь вот какая-то неймовая, короче говоря, две планки по 2 гига. Просто нонейм какая-то тут. Ну, может быть и не нонейм. Чипы тут Кингстона также, но они 2-гиговые. Сюда поставим. Этот модуль поставлю на хранение вот в эту материночку. Сюда, может быть, когда-нибудь что-нибудь супер мощное, крутое соберем. Так что вот так. Сейчас потихоньку комплект соберу, обслужу все. 2 SATA кабеля, кстати, мелочь. Приятно. Они как раз и пригодятся. Поставим SSD и 320 гигов вот этот. SSD-шка поможет нам быстро загружаться, чтобы показать скорость того, что, блин, не такой уж это будет и хлам, да? То есть, когда человек будет покупать, хотя бы какая-то скорость будет при работе операционной системы у нас. Значит, что еще-то? Ну ладно, все, сейчас буду собирать, короче, потихоньку и все расскажу дальше. Так, блин, что-то я маленько лоханулся.
Мне что-то взбрело в голову, что H81 и B75 это один сокет. Блин, вот это я лоханулся. Здесь 1150 сокет, а здесь 1155. Короче, вот написано даже. Так. Значит что? Ну, нам надо от Pentium избавляться. Значит, наоборот. Короче, 2-гиговые плашки, наверное, сюда и пойдут все. Будет 8 гигов. 2-гиговыми. Блин. Что-то я вообще, конкретно лопухнулся. Ну, ладно. Придется как-то выкручиваться. И SSD-шка вряд ли Pentium поможет. Это я сейчас так вслух размышляю на камеру. Pentium вряд ли SSD-шка поможет. Хотя сюда я хотел его поставить. Все должно быть нормально. Блин, сейчас, подумаю немного и вернусь к вам. Что-то вообще у меня немножко мозги перекрутились. Так, определился с итоговой конфигурацией компьютера. Надеюсь, что это все заработает. Значит, кулер вот этот был в этом корпусе, обратно поставим. Блок питания был в этом корпусе, обратно поставим. Материнка была в этом корпусе, оперативка была в этом корпусе. Процессор я отсюда вытащил, поставил в комп, который обменял на Nintendo Switch. Здесь Pentium стоит из моего хлама, который у меня вообще с хрена с каких времен лежит. Значит, вентилятор вот этот взял из того корпуса. Будет 2 вентилятора. SSD-шка с Али мной куплена за 700 рублей. Буду оценивать по рынку. Косарь. Сейчас рынок косарь на такие SSD-шки. Давайте оценим. Вот эти 3. Боксовый кулер. Это и это. Все это куплено в общей куче, в разных кучах барахла. Вот. Но сложно оценить их стоимость. Будем ценить по рынку всю эту сборку сейчас. И попробуем определить ее финальную стоимость. Это важно для того, чтобы хоть как-то назвать видео, да. Ну, что значит хоть как-то, Нужно знать стоимость, за которую люди будут поисковый запрос заводить на Ютубе, когда захотят посмотреть. Значит, такую сборку, примерно похожую, я покупал за 2000 рублей. То есть, и пускай будет 2000 рублей такая сборка стоить. SSD, косарь. Это будет офисник, у нас, на котором мы попробуем поиграть. 3000 рублей. Вентиляторы, корпус и блок питания пусть будет 500 рублей. Ну, потому что корпус без боковой крышки в таком непотребном виде, я не знаю, 100-200 рублей ему цена. Блок питания старый, вот эти FSP, там. Ну, их, кстати, продают рублей по 500, но у него интерфейс очень старый. Там, то есть, одни молексы и даже никаких доп. Питаний, на видеокарту нету. То есть, оценим, все в 500 рублей, грубо. Как будто вот вы купили корпус с блоком питания и с вентиляторами. 3500. Жесткий диск на 320 гигабайт. Тоже порядка 500 рублей стоит. Видеокарта HD 4650 на 1 гигабайт. Тут DDR2 память очень старая. Тоже пусть будет 500 рублей. Вот это все, допустим, вы вам положили в сборку в подарок, а это вам к блоку питания в подарок условно дали. 4500 примерно, если все это собирать раздельно. Естественно, если все это вместе поискать, бывают варианты дешевле, можно выхватить. Вот как я сегодня показал, вот такой вариант. Не мог удержаться, отмыл я и поменял термопасту. GTX 750 GV. Вот. Сейчас основная задача все это собрать на место. Не знаю, заведется ли вот эта видеокарта с Windows 10. Сразу накачу 7 попробую. Такая вот офисная машина, на которой можно будет попробовать поиграть в старые игры. 4650, кстати, была топовой на AGP архитектуре, так скажем, да. Но были вот переходные модели. Можно сказать, это одна из первых PCI-Express видеокарт. 4650. То есть, это прям old school. Ладно. Сейчас буду все собирать. Сейчас, минуточку буквально. Сейчас попытаюсь для себя и для вас, понять, для чего я покупал этот системник в эту сборку, получается, что я взял оттуда. Значит, взял вентилятор
один на выдов 92 миллиметра. Взял 2 SATA кабеля, взял разъем питания. Точнее, шнур питания. Все, больше ни для чего та сборка не пригодилась, хотя планы были на нее. Ну, лоханулся, ну, с кем не бывает. Все, кто занимается ПК железом, когда-нибудь все равно могут лохануться, но только они вам никогда этого не расскажут. Вот. А я, честно, я расскажу. Так, в общем, собираю сейчас все воедино здесь в качестве заглушки. На передней панели поставил дисковод, чтобы уж... Короче, кроме крышки боковой, здесь все будет на месте. Не будет переднего кулера на 80 мм, потому что здесь нет еще разъема под вентилятор, а какие-то переходники, там, двойники сюда ставить не хочу. SSD тоже исключу, что удешевляет нашу сборку до 3500 рублей. Вот. Почему? Потому что на блоке питания только один SATA разъем. Все, больше нет. Переходники я мутить, крутить тоже не хочу. То есть надо прям максимально минимально все это собрать. Я что подумал, вот пока собирал, а вот, ну, кто-то, допустим, кто не разбирается в компах, в принципе, захотел, допустим, себе собрать такой компьютер по запчастям. И, ну, мог то есть, наделать ошибки при сборке, при выборе комплектующих. То есть, ну, вот эта сборка, она максимально как бы нецелесообразная. Для меня, конечно, все это, грубо говоря, из непотребства собирается, потому что, ну, все это мне не надо. Ну, кроме материнской платы, наверное, самое, наверное, нормальное здесь это материнская плата, потому что сюда можно и процессор покруче поставить, и оперативки поставить сюда там 16 гигов. Короче, все остальное это просто непотребство. То есть то, что мне не нужно. Блок питания имеет плохие, значит, разъемы старые. Да, переходниками можно решить, но зачем? Если можно там пару соток переплатить и купить FSP посвежее. Жесткий диск тоже уже никто не использует под системы, да. Как бы сейчас минимум под 10 надо SSD. Видеокарта тоже древнючая, она ни во что, наверное, не поиграешь. Ну, может быть, мы попробуем сегодня запустить какие-нибудь игрушки, типа там Need for Speed Underground там, и Call of Duty 4. Ну, блин, как бы Proц, Pentium тоже, они... Их хоть на помойку неси, их даже по 100 рублей никто не покупает. 4 2-гиговые плашки тоже, DDR3. DDR3 хоть сейчас и актуально, но, блин, ну не 2-гигабайтные плашки. 4, 8 гигабайт, да, еще куда ни шло. То есть 4 по 4, если бы здесь стояло, да. По 2 тоже никому не надо. То есть это компьютер. Сейчас я его поставлю. Компьютер можно назвать ошибка новичка, блин, при сборке. То есть, ну или знаете, под апгрейд можно такой собрать, чтобы лишь бы было. То есть картинку показывают, там документы вам распечатывают, как студенту, например, а потом вы там поменяли проц, охлаждение, потом видеокарту подкинули, оперативку. Да, но опять же упремся в 16 гигов оперативной памяти, PCI-Express, там не знаю, какой здесь, Gen 2, наверное, максимум, да, и i7, то есть древнего поколения. Ну, конечно, можно будет что-то на таком поиграть, но вот в этой конфигурации это такое с нуля вряд ли кто-то будет собирать. То есть сейчас его базовая стоимость, я SSD-шку вычту, да, 3500, если собирать по запчастям. Ну, и целиком, в принципе, я хотел бы такую же цену за него, то есть за сборку, там, за установку винды, и то сейчас, я не знаю, я вспомнил, что я на видеокарте термопасту так и не смог поменять, потому что там кулер также прилип к чипу, и так делать, как на процессоре, чем-то там поддевать, я так делать не стану, потому что на видеокарте шанс что-то повредить очень большой, если чем-то металлическим там пойдет. Пластиковых лопаток у меня нету, да и даже сам вот срыв от кристалла может привести к повреждению кристалла, потому что на видеокартах кристалл голый. Поэтому я не стал этого делать. Надеюсь, эта видеокарта выживет и справится хотя бы с тем, чтобы картинку нам показать какую-то. Может, даже игрушку запустить. Ну, дисковод подключу, знаете, как бижутерию просто, чтобы он... Сейчас, блин, найду там. Чтобы он просто выдвигался там
максимально... Здесь стоял дисковод, но он был SATA. Я нашел дисковод на Молексе, короче, на Пата и на ID. Короче, он точно такой, наверное, никому не нужен уже. По крайней мере, сейчас. Может быть, когда-нибудь это станет супер ретро, и они будут стоить офер дофига. Вот, но сейчас это никому не надо. Пока что. Да и на один дисковод он в куче будет меньше. Можно было еще один поставить, конечно. Но здесь вроде все заглушки на месте. Кроме одной, да. То есть вот морда вот сейчас вот так вот будет выглядеть у нас. В качестве сборочного стола использовал коробку от SDEC, блин. Очень удобно. Ладно. Буду, короче, собирать, а то я тут могу долго размышлять. Так, блин, что-то темно тут у меня. Сейчас как-нибудь кран подвинем с микрофоном. Так, значит, получилось у нас вот такое непотребство за 3500 рублей. И так как боковой крышки нет и не будет, значит, я решил немножко тут все-таки 4 стяжки использовать, да? Сейчас попробуем, не взорвется ли все это дело. Какие-то очень страшные звуки, конечно. Вот. Ладно. Сейчас попробую сходу... О, пикнул. Тест есть. Сейчас попробую сходу десятку накатить. Десятку. Если драйвер не пойдет на эту видеокарту на десятке, то будем, значит, пробовать. Значит, будем пробовать ставить семерку. Ну, надеюсь, что десятка прокатит. Вот, потому что все-таки семерка в наше время она совсем спросом не пользуется. То есть минимум Windows 10 нужно. Пока там винда грузится у нас. Что тут еще я вам не сказал? Ну, в принципе, все. Вот жесткий диск сюда спрятал. Кабель впритык до него дотянулся. 4 стяжки забабахал. И вообще пофигу. Вентилятор у видеокарты очень громкий, блин. Потому что он очень маленький. Но надеюсь, что когда драйвер встанет, он немножко успокоится и не будет так громыхать. Ну ладно, сейчас, короче, накачу десятку. Какие-нибудь игрушки поставлю и вообще посмотрим, поставится ли тут десятка. Да, кстати, когда я его собирал, уже, получается, после того, как разобрал, потому что основа, в принципе, осталась та же самая. Я тоже, наверное, как и некоторые из вас, подумал, что можно было бы его и не разбирать, просто там, я не знаю, своих запчастей понакидать, то, что нужно снять. Вот. Но, короче говоря, в любом случае, даже если компьютер вы покупаете на перепродажу, вот выгодно, например, как вон тот, я его вот весь разобрал, вы видели, в каком состоянии видеокарта. Если вы занимаетесь перепродажей, то есть в любом случае все детали надо разобрать, максимально все обслужить и обратно собрать. И вот посмотрите, в принципе, да, это не эталон красоты, компьютер не на красоту, но он, в принципе, смотрится неплохо, аккуратно, все чисто, все обслужено. И это товарный вид. Это в первую очередь вот для тех, кто перепродажей компов занимается или даже для себя собирает. Обслужили сразу, сходу, год он у вас отработает. То есть вот то количество пыли, которое было вот в этой 750-ке, я не знаю, надо, чтобы комп 2-3 года работал в квартире. Ну, если у вас, конечно, животных нет. Ну, год точно. После того, как вы купили компьютер, разобрали, обслужили, собрали, год он у вас точно отработает, чтобы туда не лазить. Если, конечно, вы какой-нибудь комплектующий не сломаете или комплектующий не выйдет из строя. А так, как бы это вообще обязательно. Когда вы комп старый покупаете, обязательно его надо обслужить. Независимо от того, что там продавец вам написал. Ну, если только явно не видно, что комп действительно вот такой вот прям весь чистый, обслуженный. Хотя термопасту все равно лучше перепроверить. Потому что, знаете, один раз я подрабатывал, так сказать, мастером-домушником, как их называют. Но я как бы из честных был, так скажем. Я приехал к дедушке. Дедушка сказал, что у него компьютер очень сильно тормозит. Он уже отдавал его в ремонт. Ему сказали, что вообще надо новый компьютер собирать. И после этих мастеров он сказал, что стало вообще еще хуже. Я пришел, у него там Windows XP, Pentium 4 как бы. А компьютер очень важен для него. Там фотографии его детей, внуков на компьютере. То есть, да, они живут где-то далеко. Помочь ему некому. И вызвал меня вообще его сосед, в принципе, которому я помогал компьютер собирать. Вот. И когда я поднял
систему охлаждения, у этого дедушки просто не было термопасты под процессором. То есть люди, которым он дал компьютер, чтобы они с ним что-то сделали, просто подняли ему систему охлаждения, убрали термопасту, сказали, что обслужили его, взяли с него деньги за обслуживание, посоветовали ему собрать новый, и как бы при этом стало еще хуже. Вот даже тут такие мастера бывают, поэтому лучше либо проверять компьютер на месте, что действительно он обслуженный и все у него хорошо работает, либо прямо у супер проверенных товарищей. Ну, а так, если вы там мононеймов каких-то покупаете, там на Авито с нулем отзывов и прочее, даже если там написано, что он обслуженный, лучше вообще все перепроверить и прийти лично домой проверить, работает ли компьютер или нет. Когда я вот тут стоял системник, вот этот белый, хоть так хочется на него показать, я написал там обмен в объявлении. И, в общем-то, мне парень один предлагал обмен на PS4. А сам он живет там где-то, ну, далеко от меня, километров 100 точно. То есть там где-то километров до 70 я еще рассматривал. А он как бы, ну, я ему написал, он сам мне предложил, когда мне люди сами предлагают, я им предлагаю самим ко мне приехать. Он сказал, что он не может, что ему 14 лет, что, типа, его так далеко не отпустят. Я ему сказал, приезжай с родителями. Либо, говорю, давай меняться дистанционно, но ты мне должен записать видео, как работает твоя PS4. Он не хотел максимально этого делать, то есть, ну, скорее всего, это был скам. И у чувака там были, конечно, объявления и 0 отзывов, как бы. Хотя объявлений куча там. Шмотки и PlayStation, там, 3 и 4. В общем, вот так. Ладно, заболтался. Видео нам зато много будет весить. Кто, кстати, заметили, я на Full HD картинку решил попробовать перейти. Телефон почистил, я надеюсь, что Full HD видео будет ко мне помещаться, потому что у меня памяти в телефоне не так много. Итак, скачал я кучу игр на это железо. До этого читал про эту видеокарту, что 4650 никуда не годится в игры. Но я скачал GTA 5. Конечно, настройки здесь говно полное. Извините за мой французский. Но она играется. И я думаю, что когда GTA 5 вышла, многие даже с таким фреймрейтом даже ее проходили, наверное. Видно, что картинка как бы вообще дно полное. Но, на мое удивление, игра играется. И слабое место здесь процессоров при таких настройках. Хотя видеокарта не сильно больше сможет с другим процессором, но... Блин, играет же. Жестко, конечно. Я скачал еще там Vice City, Мафию первый, Underground, Medal of Honor какие-то старые там. И, короче, они там на максималках идут, и процессор с видеокартой даже на 50% не напрягается. А вот GTA 5 мне было интересно посмотреть. Просадочки пошли, но более-менее плавно, даже на 17 кадрах. Любопытная конфигурация получилась. Я думал, что здесь будет вообще слайд-шоу какое-то там. 7-10 кадров там. Но в среднем около 20-ки. Вот, даже вот врезался 20 кадров. У меня разрешение 1600 на 900 стоит, но там масштабирование включено и вертикальная синхронизация на 50%. Иначе здесь действительно будет слайд-шоу. Ладно, сейчас что-нибудь еще включу. Так, игрушка Tomb Raider. Игра запустилась, и на этом ей спасибо. Уже в меню я вижу, что 10 кадров. Сейчас попробуем что-то с изображением сделать, да? Full HD, наверное, тяжело все-таки. Тут всякие, блин, эти еще включены. Эффекты. Наверное, эффекты точно надо выключить. Двойную буферизацию. Так, ну, двойная это самая низкая. Давайте дополнительно. А здесь все норм. Значит, попробуем снизить хотя бы, давайте 700.
20p сделаем. И попробуем запустить. Я уже не помню, я что-то в нее играл, на каком месте остановился, даже не помню. Да, уже получше. Ну, давайте отсюда. При загрузке кадры как побежали сразу. Интересно. Игра хоть и старая, но довольно приключенческая такая, да, многие в нее до сих пор играют. Я уже забыл, как тут вообще играть, что делать. Ну 25 кадров, конечно. Ну что, 800 на 600. Настоящие геймерские настройки попробуем. Можно даже в Tomb Raider поиграть. Я честно забыл, что сделать. Ага. Наверное, я на правильном пути. Блин, я же забыл управление, что тут делать-то. Мне явно не вниз надо. Ну ладно. В общем-то, эта карта может, но прям на самых ужасных настройках все это играется. Но в игрушке, в которых даже базовые настройки нормально более-менее смотрятся. Блин, я честно не знаю, забыл, как этим пользоваться. Ой. Блин, ну ладно, не буду мучить эту, видеокарту. Ну, смотрите, несмотря на то, что термопасту я там не менял, все, в принципе, по температурам там нормально. Вот игра сейчас с жесткого диска играет. Короче, GTA 5, Tomb Raider можно со слезами на глазах на таком компьютере поиграть. Вот. А в старые игрушки, можно прям вообще на максимум. Давайте я вам, наверное, что еще? Какую-нибудь старую игрушку все-таки запущу. Да, хочу выйти правильно. Какую? Давайте сейчас выберем с вами. Я даже вот не знаю. Короче, давайте мафию. Мафия из всех этих игр единственная, которая Full HD как бы у нас запускается. Потому что у всех остальных без модов, короче, нету Full HD. Хотя я не знаю, вот этот репак у меня с модами или нет. Я тут просто ее скачал и даже не прошел пролог, так сказать. Ну, скачал просто, чтобы посмотреть, что к чему. Игрушка хоть и старая, но смотрите, она 3 гигабайта оперативной памяти потребляет. Плюс еще система. Представьте себе во времена Windows XP, то есть, чтобы в нее на максимальных настройках поиграть, нужно было видеокарту на 256 мегабайт иметь и 4 гигабайта оперативной памяти. Но при этом видеокарта и процессор больше 50% способны хотя бы грузиться. Шевелись, если хочешь спасти свой зад. Быстрее, я стараюсь. Давай, внизу нам конец. Господи, осторожно. Да, физика в игре, конечно, очень интересная.
Едешь 30 км в час, машина дрифтит. Шевелись, если хочешь спасти Может свой быть, зад. это из-за большого Ну, количества шевелись, они кадров. все еще у нас на хвосте. Шевелись, если хочешь. Ну, короче, блин. Вот такая примитивная игрушка, короче, нормально идет. С кадрами вообще проблем нету. Так что такой вот комп из непотребного, для меня непотребного железа. Может быть, такой кто-нибудь захочет еще купить. Ну ладно. Всем спасибо за просмотр, за внимание. Удачи и пока.